Всем привет, дорогие друзья, с вами CryptoWatchmaker, и сегодня мы поговорим о том, какими биржами я пользуюсь и почему. В связи с нынешней ситуацией в мире, вообще с этой обстановкой, да, с вводом санкций против граждан России, а также вообще с крахом биржи FTX, и вообще это огромная лавина, на самом деле, которая тянется еще с краха Terra Luna. Я думаю, что эта лавина еще не закончилась, и что нас ждут еще банкротства других компаний, просто кто-то еще пытается выжить буквально на последние деньги. Многие уже позакрывали вводы-выводы средств, да, и даже торговли некоторые уже позакрывали. Все это, естественно, связано с крахом FTX. Так что давайте сегодня я расскажу вам то, какими биржами пользуюсь я и почему я считаю, что, собственно, с ними ничего не случится. Ссылочки на регистрацию на каждую из этих бирж будут в описании. Ссылки все с бонусами. 20% кэшбэк торговых комиссий реальными долларами. Обратно на счет можете их использовать как пожелаете. Они просто будут вам возвращаться. И 20% на самом деле это очень много, ребят. Никто из блогеров такого не дает. Я не жадный. Забирайте. Так, первая биржа, которой я пользуюсь, это Binance. Несмотря на то, что Binance вводит санкции против граждан России, да, на сегодняшний день это ограничение в 10 тысяч евро единовременно находящихся у вас на счету. Но, к примеру, если вы являетесь гражданином России, но проживающим в какой-либо стране не подсанкционной, в моем случае, например, Таиланд, то идете просто в банк, в котором у вас открыт счет, да, в этой стране, и просто получаете выписку на свой адрес проживания. Пишите в службу поддержки, и служба поддержки меняет ваше резидентство именно на эту страну. И в таком случае, несмотря на то, что вы имеете корочки гражданина России, санкции вас абсолютно никак не затронут. Ну и если вы можете сделать документы, что вы там проживаете где-то в Казахстане, еще где-то и так далее, то есть на постоянной основе, то смело делайте, и санкции Binance вас никак не затронут, даже не будет никаких ограничений в 10 тысяч евро. Ну и возможно, конечно, на Binance все-таки надавит сильнее, и Binance придется ввести полное ограничение против граждан России, но это никак не затронет граждан России, являющихся резидентами других стран. Я пользуюсь Binance, потому что я торгую ботами, и здесь, в принципе, удобные фьючерсные сеточные боты. Если для использования спотовых сеточных ботов я использую тот же самый BitsGap, в принципе, иногда запускаю и на биржах, но фьючерсных ботов, именно таких же обыкновенных, как и спотовые, да, на BitsGap нету. Поэтому фьючерсные ботов я использую, допустим, на бирже Binance. К тому же здесь, помимо всего, есть еще нейтральная сетка, которая у меня, к сожалению, не работает здесь, но работает на другой бирже. У меня просто почему-то постоянно закрывается она самостоятельно, хотя я Binance вообще не трогаю. Вот, для меня это странно. Она здесь есть, но я ей пользуюсь нейтральной стратегией на другой бирже, о которой я тоже сейчас вам расскажу. Вот, кстати, один из ботов у меня запущенных буквально вчера за сутки наколошматил 3%. То есть, если смотреть, сколько именно по гридам, то 1,16% на биткоине за сутки заработал бот с пятым плечом. Довольно консервативное плечо, особенно для биткоина. За сутки наколошматил. Причем волатильность, вы сами видите, она почти никакая. Будет волатильность посильнее, будем ходить в рамках указанной цены, прибыль будет еще больше. Если вас интересуют вообще сеточные боты и заработок на сеточных ботах, это довольно безопасный заработок. Я бы сказал, один из самых безопасных заработков среди вообще всего, что есть на крипторынке, если вы не умеете идеально торговать руками. Кстати говоря, при регистрации по одной из моих ссылок, по любой, что есть там в описании, вы попадете в мой VIP-чат, где я могу научить вас пользоваться абсолютно бесплатно сеточными ботами. Так что регистрируйтесь. Вторая биржа, которой я пользуюсь постоянно, и это, можно сказать, моя основная биржа на сегодняшний день, это биржа Bybit. Кстати говоря, на бирже Bybit, как вы видите, сейчас проходит конкурс, в котором вам просто нужно, ну, как бы торговать, как вы торгуете, да, какие команды, где победят. Просто угадываете, если выигрываете, получаете различные бонусы, награды, NFT-шки и так далее. То есть куча призов, куча конкурсов на бирже Bybit происходит постоянно. Лично я ничего особенного для участия в этих конкурсах не делаю. Я просто слежу за тем, что они вообще есть, и на каждой жму кнопку участвовать. А дальше как есть, так есть, и частенько даже получаю какие-то призы. На бирже Bybit огромная ликвидность на деривативах, большое количество монет на споте, которые постоянно добавляются, имеется NFT Marketplace, стейкинги и так далее. То есть биржа
биржа очень активно развивается. Я думаю, что с учетом того, что FTX закрылся, я лично могу назвать биржу Bybit топ-2 мировой биржей на сегодняшний день, потому что активнее Bybit, мне кажется, не развивается никто сейчас. Можно сказать, что это новый главный конкурент биржи Binance. Если вы с этим не согласны, пишите в комментариях, будет интересно послушать ваше мнение, что думаете об этом вы. Ну и снова же, биржа Bybit не подвержена санкциям, потому что головной офис у них находится в Дубае, и поэтому никто не может их заставить что-либо делать, да. Ну и, собственно, еще я на Bybit также пользуюсь сеточными ботами. Имеется фьючерсный бот и спотовый бот. DCA бот — это просто автоматическая закупка криптовалюты раз в определенный период. Это не автоматизированный инструмент для заработка, это просто для накопления крипты. Вот, допустим, у меня сейчас открыт фьючерсный грид-бот, и как раз я говорил вам, нейтральную сетку я как раз-таки тестирую именно здесь. Вот у меня открыт здесь бот, 7 дней он работает, общий PNL 6,21%. Причем я увеличил инвестиции в нем буквально вчера. То есть потому что можно по нажатию кнопки просто сейчас взять и добавить дополнительно в него денег. Он просто будет торговать на большую сумму. Ну, естественно, PNL у вас от этого здесь изменится, потому что сколько вы торговали с меньшей суммой. Сумма увеличится, прибыль останется той же, да, там, ну, в первый день сразу же, когда вы это сделаете. Поэтому PNL немного уменьшится. Вчера я ребятам скидывал результаты, и у меня до увеличения суммы было 8,15% за 5 дней 22 часа. То есть за 6 дней 8% прибыли. И все это на консервативном пятом плече биткоина. Пятое плечо для биткоина — это, ну, вообще как бы безопаснее, наверное, только торговать без плеча вообще. Ну и здесь я тестирую нейтральную сетку. Это первый бот мой с нейтральной сеткой. И, в принципе, пока что он себя неплохо показывает. Нейтральная сетка — это значит, что бот сам автоматически переворачивается в шорт и в лонг, когда это необходимо. Но там тоже при определенных условиях все это дело происходит. Если хотите подробнее, то, естественно, в отдельном ролике, и вообще переходите в мой VIP-чат, и там задавайте вопросы. И там задавайте вопросы по ботам, с удовольствием отвечу. Ну и по поводу конкурсов на Bybit, это вы просто переходите вот сюда, бонусный центр, и, пожалуйста, смотрите, какие здесь имеются различные конкурсы, да, просто тыкаете, то есть вот сегодняшним днем у нас звездный депозит есть, просто жмем участвовать, все, готово. И, собственно, выполняя условия, получаем призы. Рекомендую вам почаще заходить сюда в бонусный центр, чтобы не пропускать какие-то, естественно, активности. Ну и про криптокубок я вам, естественно, рассказал. Ну, также вот еще есть нулевые комиссии на споте и кое-что еще. Тоже можно нажать участвовать и почитать подробнее. И длится он как раз с 6 сентября по 31 декабря. Ну и так, вам интереса ради, мои награды открываю, да, и вот мои награды. $57 USDT на деривативах, по $1, но много всяких разных. Как видите, у меня этих наград тут довольно много различных имеется. Хотя я для этого почти ничего не делаю. Третья биржа, которой я активно пользуюсь, это биржа KuCoin. Тоже довольно хорошая биржа, тоже не поддерживает санкции. Были слухи, что там тоже какой-то ликвидности не хватает, но не было ни разу еще никаких проблем с этой биржей, все отлично работает. Ну и естественно, я здесь тоже торгую ботами. В чем преимущество KuCoin вообще в торговле ботами? Во-первых, ботов здесь много. Имеется Spot Grid, Futures Grid, умная ребалансировка и бесконечный грид-бот, но он лучше всего как раз-таки на бычьем рынке, то есть на старте бычьего рынка. Вот как халвинг пройдет, смело запускайте и на годик, на полтора, на 2 про него забывайте. Здесь тоже очень хорошие боты, и преимущество этих ботов в том, что здесь вы можете запустить 10 одинаковых торговых пар, потому что каждый бот будет запускаться на отдельном саб-аккаунте. Поэтому вы просто можете спокойненько запустить 10 биткоин пар, 10 эфириум пар и так далее. У меня, как вы видите, в данный момент запущено 4 различных биткоин-бота. 2 с 7 плечом и 2 с 5 плечом. То есть 2 с 5 плечом я открывал еще на уровне $19 тысяч. Низ у меня был 17 500, я чуть-чуть не угадал, и мы провалились. Но так как плечо маленькое, о чем я и говорю, да, почему биткоин довольно безопасно торговать даже с кредитным плечом, да, то есть вот он бот, биткоин, 5 плечо, цена ликвидации $13 200. То есть у меня эта позиция ликвидируется, если биткоин упадет до $13 тысяч. Но, естественно, я слежу за этим и просто могу сюда нажать и добавить в любой момент
маржи. И если я добавлю сюда каких-нибудь там $200 маржи конкретно в эту позицию, цена ликвидации у меня до $8000 упадет. Если я добавлю больше, то, естественно, ликвидация может исчезнуть вообще. Но учитывайте, чтобы она исчезла вообще, то есть нужно закинуть x5, потому что у нас пятое плечо. Но даже $13 тысяч мы, возможно, никогда не увидим. И по этим ботам у меня плюс-минус та же самая ситуация. Мне просто нужно следить за курсом биткоина, чтобы он не упал ниже там 13 тысяч. Упадет до 14, я просто добавлю в каждого бота немного долларов, чтобы моя точка ликвидации опустилась просто до невозможных значений, я бы сказал. Ну и здесь мы видим, что за 6 дней у меня с $500 $163 прибыли, а здесь за 2 дня с $500 у меня $97 прибыли. Здесь боты именно сеткой наторговали на 34,25, но так как мы сильно упали вниз, у нас небольшой минус имеется. Но как только биткоин отрастет до 17500, мы начнем продавать откупленные гриды, да, которые у нас пока цена падала, откупались. И прибыль сетки начнет, естественно, увеличиваться, и вообще общая прибыль также выйдет в ноль сначала, а потом, естественно, и в плюс. Причем это будет намного ниже, чем $19325, потому что сеточный бот, когда торгует в нижней части сетки, он постепенно понижает точку входа. Вот в чем преимущество, допустим, ручной торговли. Вы неправильно просчитали свою точку входа, цена ушла ниже, вы сидите ждете, да, если это фьючерсы, к тому же, вы сидите ждете, пока цена вернется хотя бы в безубыток, чтобы закрыть. Если вы торговали сеточным ботом, то когда цена вернется к безубытку, у вас будет уже какой-то определенный плюс, потому что бот торговал, пока цена падала вниз, и потом торговал, пока цена еще и отрастала вверх. Во-первых, у вас точка входа изменится, она станет намного ниже, а во-вторых, когда вы вернетесь к точке безубытка, у вас будет уже прибыль, которую вы можете либо зафиксировать, либо пускай у вас бот торгует дальше. Ну и еще одна причина, почему сейчас самое лучшее время для торговли ботами, потому что сделав вот такую сетку, да, с нижней ценой 14800, ну какова вероятность, что цена упадет там еще ниже, то есть обновит лои? Она есть, эта вероятность, но она небольшая. Даже если мы упадем в сторону 12 тысяч, да, мы можем немного долить ликвидности или расширить сетку, или запустить там еще одного бота и просто подождать, пока цена отрастет. В плане того, что прям сильно дно мы уже не будем обновлять, поэтому сильно глубоко и сильно надолго вниз мы, скорее всего, падать не будем. А значит, сейчас самое лучшее и самое, можно сказать, безопасное время для запуска сеточных ботов. Смени депрессию на радость, потому что можно заработать хорошие деньги, не боясь, что ты будешь долго сидеть в просадке. Это, друзья, 3 самых основных биржи, которыми я пользуюсь каждый день. И я верю, что с этими биржами, в принципе, все будет в порядке. Также я еще пользуюсь, но не так активно, биржей OKEX. Тоже хорошая биржа, но там что-то Роскомнадзор ее заблокировал, поэтому, в принципе, через VPN можете также на ней регистрироваться. На каждую биржу есть бонусы, так что смотрите все в описании. Также у меня еще имеется биржа Gate.io, где тоже хорошие боты, где много ботов. Но тут у меня сейчас запущен только один бот, и запущен он довольно давно. Тоже был тестовый бот, я его пока решил оставить так, у него нижняя точка сетки $18 тысяч. Тоже вернемся, он вернется и продолжит зарабатывать. Ну и в принципе, друзья, из таких бирж, которыми я прям постоянно и часто пользуюсь, это все. Есть еще много других бирж, которые в принципе вам тоже бы не помешало иметь на всякий случай готовые аккаунты, тем более с бонусами, которые даю я. Никто не дает таких бонусов, поэтому регистрируйтесь, потому что вдруг, если что-то сейчас случится с другими биржами, да, то у вас всегда будет иметься готовый какой-то аккаунт, куда вы в случае чего можете перевести свои деньги и продолжить торговлю, да, чтобы вам не пришлось ждать там всяких верификаций и так далее и тому подобное. То есть просто держать готовую биржу заранее. Ну что ж, друзья, на сегодня все. Пишите в комментариях, какими биржами пользуетесь вы и почему, какие биржи вы считаете надежными, какие считаете ненадежными. Будет интересно почитать ваши комментарии. Берегите ваши деньги. Всем счастливо. Всем пока.